Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня обзор фурнитуры позолоченной с сайта AliExpress. Приходит вот в таких пакетах, но магазин по-другому называется. Магазин будет на экране. Много красоты, новенькое что-то покажу. Ну и давайте начнем. Начну я с бусин. Я еще ничего не раскрывала и не смотрела. Будем рассматривать вместе. Вот такие бусинки. Родевое покрытие. Что-то подобное когда-то я покупала. Вот, посмотрите. Вот такие бусинки. Это без покрытия. Я их даже еще не раскрывала. Давно купила и лежат. Так как я знаю, что эти бусины темнеют, а вот эти точно не потемнеют. И качество хорошее. На экране будет все близко видно. Бусинка 5,5 мм на 3,5. И вот так они смотрятся. И 50, по-моему, штук в комплекте. И можно 100 выбрать. Хорошее качество. Все ровненькие. Понравились. Следующие бусинки тоже проставочные, но в золотом цвете. Не помню, были в серебре или нет. Бусинка 3 мм и 30 штук в комплекте. Мне понравился рисунок на бусинке. Очень красиво смотрится. Посмотрите. И будет видно рисунок. Очень здорово. Вот такие. Красивые бусины. Это ромашки. Вот такие малюсенькие ромашки. Так как пользуемся, да, и бронзовые, и медные. Ну, в золоте я не покупаю, и в серебре, так как они меняют цвет. Но здесь они такие малюсенькие, по-моему, 4 миллиметра всего лишь. Были, по-моему, 6 миллиметров, 30 штук в комплекте. Я не буду сейчас надевать между бусин. Это все будет на картинке. Но совсем они малепусенькие, хорошенькие, но мало. Что такое 30 штук для нас? Нам надо побольше. Вот такие бусинки, капельки в форме. Очень понравились такие миленькие. Посмотрите, какие хорошенькие. Я когда увидела, думаю, их как на окончании где-нибудь на кисточку поставить, на цепочку подвесить. Ну, к сережкам можно подвесить. Красивые. 10 штук, по-моему, только в комплекте. И 8 миллиметров на 5. По-моему, можно 5 штук выбрать, 10 и 15. Вот такие красивые бусинки. Очень понравились. Вот такие малышки, 3 миллиметра. И такие бусинки круглые я покупала и показывала вам. Ну, а эти плоские уже бусинки, как видно. Не видно вам, да? На фотографии будет крупно сфотографирую и покажу вам поближе. Так как очень все мелкое и не видно, наверное. Вот. 50 штук в комплекте. Очень понравились. Такие бусины были и 4 миллиметра, и 5 миллиметров. Но у меня 3. Между бусин я проставляю мелких бусин. И красиво выглядят. Они сверкают, так как у них рисунок.
И еще одни бусинки. Здесь уже большие бусины. Знаете, напоминает мне прям слиток золотой. Когда добывают золото, как будто я вот добыла кусок золота. Вот такой неровный кусочек, брусочек. Интересный. Ну, думаю, неплохо будет в украшении выглядеть такие интересные золотые бусинки. Или, как знаете, фольга. Помяли фольгу и надели на бусин, между бусин. Тоже что-то напоминает. 7 на 5 миллиметров, и у меня 15 штук в комплекте. Но они тяжелые. Наверное, полностью из металла сделаны. Тяжелые бусинки, но красивые. Следующее это застежки тогл. 4 штуки я выбрала. Такая интересная форма, посмотрите. Необычная, да? И палочка тоже такая помятая. Здесь маленькое посередине отверстие. И будет держаться хорошо палочка. Вот такие тоглы. Как мятый металл такой. Красивые. Понравились они мне. 4 можно выбрать, по-моему, 2, 3, 4 штуки. Ну, а 4 я выбрала, там дешевле выходит. Это подвесочки. И когда я выбирала, я почему-то думала, что подойдут к вот этим застежкам тоглам. Ну, может быть, если в украшение поставить такую застежку и сделать подвески на серьги. Ну, что-то общее есть. Здесь стразики сверкают, как я вижу. Тоже такой помятый вид. Вот такие неплохие подвесочки. Вот так, с обратной стороны. Все аккуратненько. Такие миленькие подвески на сережки. Да, сверкают, как посмотрите. Не видно вам, да? Сверкают стразы. Тоже подвесочки. Здесь листик. И такой взяли, согнули его, закрутили вот так. Здесь вот такая петелька. И как я вижу, что он с двухсторонний. Двухсторонний очень даже смотрится здорово. Можно, если делать серьги, вот так подвесить. Ну, можно и как кулон использовать. Но я, наверное, может быть, не знаю, сделаю серьги. Но тут идет, если бейл вешать, подвесить вот так, будет загнутый листик. Интересно, надо попробовать подвесить. А если где-то в украшение поставить 2 таких листика? Ну, подумаем. Хорошенькие. Еще подвесочки. Это я точно брала для сережек. Такие аккуратненькие тоже. Здесь 5 колечек. Сделать бусинки мелкие, подвесить и к швензе. С 2 сторон одинаковые. Или даже можно использовать как на окончание украшения. Здесь несколько рядов поставить бусин. Или в браслет поставить такую. Можно тоже. Украшение будет такое окончание на браслетике. Если кто-то многорядные любит и делает браслетики из маленьких бусин, тоже красиво будет. Карабинчик маленький, аккуратненький.
Вот такие подвесочки. Вот такие концевики на 3 вывода. Здесь 3 колечка. Вот такие вот маленькие. С карабинчиком, удлиняющая цепочка. Вот можно сделать трехрядное украшение. Даже можно и на браслет использовать такие. Только укоротить цепочку длинная. Ну а так для украшения, скорее всего. Хорошее качество, как я смотрю, рассматриваю. Покрытие хорошее с 2 сторон. Здесь нет никаких страз. Все лаконично, просто и никаких лишних деталей. Вот такая застежка, тоже на 3 вывода. Можно на браслетик использовать. Вся, конечно, в стразах. Интересная такая форма. Сейчас раскрою. Ну, хорошо, открылась. Бывает, с первого раза не откроешь. Ну, открывается, закрывается неплохо. Не знаю, как будет в украшении. Легко открыть, закрыть. Ну вот, чтобы попасть в это отверстие, да, неплохо. Потому что многие такие маленькие застежки плохо открываются. И вот так вот колечки расположены, как видно, да, вам? В другом направлении. Непривычном, как здесь, например. Здесь по-другому. И с одной стороны страз, вот обратная сторона. Я думаю, для браслета буду использовать. Хорошенькая деталь. Еще вот такой коннектор. Посмотрите, какая красота. Застежка коннектор, так как здесь есть колечко. И вот так раскрывается. Ну, мы уже, кто покупал, знает, да, удобная штука. Можно прикрепить с подвеской, можно так носить, можно на окончание бус и застегивать бусы в разном положении. Красивое. Это перо. На перо похоже. Не листик. Красивое. Все сверкает. Нарядное. Это серьги. Все в стразах. Ох, красивые какие, толстенькие. Видно вам, да? Усыпано стразами. Сзади вот так выглядит. Нет, не двигается. Ну и открывается хорошо. На золотые похожи. Можно носить вот так вот. Ну, я думаю, здесь и подвеска не нужна никакая, так как они маленькие. 12 миллиметров. Аккуратненькие. Золотые серьги почти. Это уже застежки для сережек. Вот такой формы. Солнышко. В серединке стразики, больше нигде нет. Кажется, что здесь нет, это не блестит. Нет, не сверкает, просто точечки. Вот такие. Не тонкую. То есть не на толстую мочку уха подойдет. Петелька раскрывается. Очень красивые такие. Здесь бусинку одну подвесить, и больше ничего не надо.
И золотые. Очень понравились мне в серебряном цвете. Надо еще такие купить. Очень красивые. Красивые сережки. Золота много не бывает. Я, наверное, ворона была в прошлой жизни. Золото. Вот такой у меня сегодня был обзор. Если что-то понравилось, ссылки я оставлю под видео. Смотрите. Ну а если понравилось мое видео, поставьте мне лайки, мне будет приятно. Переходите на Дзен, подписывайтесь, пишите комментарии, будем общаться. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!